Всем привет, и кто меня не знает, я Исулу, и это канал Fancy Something. Если ты любишь DIY посложнее, то это видео для тебя. Потому что сегодня я вам покажу, как сделать один из самых популярных декоративных предметов в интерьере. Это зеркало в виде солнца. Кстати, вот и оно. Уф, как же давно я о нем мечтала. Если вы любите рассматривать картинки с дизайном интерьера, то наверняка замечали круглое зеркало с лучами. Если зеркало золотого цвета, то оно символизирует солнце, а если серебряного, то звезду. Стойте. Солнце же и есть звезда. Ну, наверное, имеется в виду такая звезда, именно такими мы привыкли их видеть на ночном небе. Я просто обожаю предметы в духе средневековья, и именно в эту пору солнечные мотивы обрели наибольшую популярность. И вот вам доказательства. Я видела, что подобные зеркала повторяли из шпажек, из палочек от эскимо, и они получались достаточно маленькими, и, это вы понимаете, для слабаков, да, нам нужно потяжелый. И мне кажется, что в этом деле лучше всего подойдут потолочные галтели. Ну что ж, поехали! Галтели очень дешевый и доступный материал, поэтому повторить этот DIY сможет каждый. У меня два вида галтелей. Узкие, шириной 5 см, и широкие, шириной 7 см. Длина галтелей 2 метра. Я выбирала самые простые, без каких-либо узоров. Приступаем к резке. Необходимо придать галтелям форму. Мы должны их немного заузить к низу. Так как галтели сделаны из пенопласта, с ними очень удобно и легко работать. Они так кайфово режутся, прям как по маслу, прям настоящий антистресс. Когда будете в строительном магазине, не перепутайте галтели с молдингами. Они очень похожи между собой, но молдинги из пластика, и вы просто офигеете их резать. И узких, и широких галтелей я купила по 9 штук. В общем, за 18 галтелей я дала 1800 тенге, это 360 рублей. Согласитесь, очень даже дешево. За такую-то цену вы никакое дизайнерское зеркало точно не купите. Из широких галтелей делаем самые длинные лучи. И кончик вырезаем в виде стрелы. Теперь берем узкие галтели и по тому же принципу нарезаем 10 штук по 45 сантиметров. Но теперь кончик у этих галтелей скошенный. Но сейчас на экране вы видите, сколько и какой длины вам нужны галтели. И не пугайтесь такому огромному количеству. Режутся они в 2 счета. Я настолько увлеклась, что даже лишнего нарезала. Учтите, что это количество и эта длина подходит для зеркала 40 сантиметров диаметром. Теперь необходимо раздобыть основу, на которую будут крепиться галтели. Отнеситесь к этому шагу серьезнее, так как от этого зависит будущее вашего зеркала и ваша безопасность. Конструкция из галтелей легкая, а само зеркало нет. Но если у вас маленькое зеркальце, то будет достаточно обычного картона. Я заказала зеркало диаметром 40 сантиметров. Это можно сделать в любой мастерской за 20 минут. Но если вам совсем лень или вы хотите зеркало поменьше, то можете взять обычное косметическое зеркальце. Сейчас покажу. Вот такое, к примеру. Но учтите, что этого будет маловато. Поэтому я взяла лист фанеры и сразу сделала в ней отверстие для того, чтобы закрепить на стене, на гвозде. Сначала выстраиваем первый слой. Его нужно сразу покрасить, чтобы потом не было видно белых зияющих щелей и чтобы в дальнейшем не ковыряться кисточкой. Сначала просто выстроите галтели. Расставьте их так, чтобы между ними было одинаковое расстояние. Как только вы убедились в том, что все ровненько, можно приступать к приклеиванию. Для этого воспользуйтесь горячим клеем. Думаю, что клей-момент здесь не подойдет, он, возможно, разъест пенопласт. Ну и клей ПВА тоже, вы понимаете, да? Ах да, думаю, стоит уточнить, что на слюни тоже не приклеится. Ну а теперь в эти щели выстраиваем галтели покороче, по 45 сантиметров. Опять же, сначала выстраиваем без клея. Кое-где, возможно, придется чуть больше заузить кончик, чтобы влезло в эту щельку. Ну а если все окей, то беремся за горячий клей и приклеиваем. Убедитесь в том, что нигде нет больших зазоров. Небольшие щельки допускаются, они уже перекроются вторым слоем галтелей. Краска – немаловажная деталь. Распылить обычным золотым баллончиком не получится, потому что в большинстве своем они на алкидной основе. Если в составе есть ацетон, спирт, бензол, бензин, керосин, то он вам разъест все нафиг. Можно красить только красками на водной основе или акриловой. Я взяла краску от фирмы Тикурила, называется Тайка. Она стоит дороговато, но за 2 слоя вы добьетесь плотного золотого цвета. А это редкость.
Но есть и второй вариант, более бюджетный. Вы можете загрунтовать поверхность лаком на водной основе, желательно в 2 слоя как минимум, или клеем ПВА в 2-3 слоя. И после этого вы можете красить абсолютно любой краской, даже из баллончика. Я проверяла, все работает, я провела кучу экспериментов, и этот способ работает. Вот так я проверяла кусочки, и вот вы можете заметить, что эти просто разъела. Я просто брызгала баллончиком, и он разъедает пенопласт. Красиво все равно. Кстати, если кто-то хочет такой эффект, почему бы и нет. Вот так я грунтовала сначала лаком для волос, потом распыляла. Ну, вроде смотрится неплохо, но все равно разъедает. Ну, можете попробовать, если вам нравится такой эффект. Тут уже вопрос в том, что вы готовы потратить, время или деньги. Но так как вы ждете видео и постоянно спрашиваете, когда видео, угадайте, какой вариант выбрала я. Я решила красить галтели перед тем, как выкладывать второй слой галтелей. Я думаю, что если склеить сначала всю конструкцию сразу и только потом красить, то будет не очень удобно ковыряться между галтелями, так как белые зияющие щели будут вас жутко раздражать. Так как краска на водной основе, она абсолютно не пахнет. Краску нужно класть в 2 слоя. Положили первый слой, дождались высыхания и затем второй. И теперь можно выкладывать второй слой в местах, где у нас щели. Здесь используются галтели в 25 сантиметров. Выстраивайте их таким образом, чтобы у вас получилось что-то типа волны. Поэтому учтите, когда будете вырезать галтели со скошенным краем, половина ваших галтелей должны быть с острым углом справа и половина галтелей с острым углом слева. Не забудьте, это очень важно. Иначе у вас не получится волна. Я волна, новая волна. Так, на чем мы остановились? Мы приклеили второй ряд галтелей, пора их красить. Тщательно их прокрашиваем, не забываем про боковушки. И как только краска полностью высохнет, приступаем к выкладыванию третьего слоя галтелей. Это маленькие детали по 15 сантиметров от широкой галтели. И кончик вырезан как ленточка. И таких штучек нам понадобится 12 или 13. Третий слой уже не настолько важен, потому что все щели уже закрыты. Деревянной основы и пола уже не видно. Это уже для красоты. Как только вы убедились в том, что галтели на одинаковом расстоянии, можно приклеивать. В общем, все как обычно. Приклеили, покрасили и дождались полного высыхания. Ну что ж, пора крепить зеркало. Но клеить зеркало на галтели — это плохая идея. Не делайте этого ни в коем случае. Они сделаны из пенопласта. Это пена, это очень хрупкий и пористый материал. Зеркало, конечно, приклеится, но рано или поздно оторвется. Поэтому крепить нужно на крепкую основу. Как видите, на деревянную основу приклеить не получится. Высота галтелей не позволяет этого сделать. Поэтому мы сделаем платформу из кусков фанеры в виде сэндвича. Была идея усадить зеркало на монтажную пену, но все-таки это пена, я не уверена, но как идея, попробуйте. Мы собрали небольшой бутербродик, посадили на саморезы, и как вы заметили, высота не на одном уровне с галтелями, поэтому сверху мы положили еще один бутербродик из фанеры, чтобы в дальнейшем зеркало клеилось не на галтели, а на платформу. Поэтому платформа должна быть чуть-чуть выше третьего самого верхнего слоя галтелей. Вот так зеркало выглядит спереди, а вот так оно выглядит сзади. Мне кажется, что все выглядит аккуратненько и цивильненько. Ну а чтобы приклеить зеркало, я взяла клей момент жидкие гвозди. В инструкции написано, что нужно где-то 3 капельки со всех сторон. Но я так боялась, что мое зеркало отвалится, поэтому вы сами видите, что я сделала. Прям как нутеллу на хлеб намазала толстым слоем. Ровненько приклеиваем зеркало и оставляем под грузом. Убедитесь в том, что у груза нет никаких острых ножек, которые будут царапать зеркало. Ну и пока зеркало высыхает, пора делать дырку в стене. Зеркало я решила повесить на свою белую кирпичную стену. Она как раз нуждается в декоре. Ну все, надеюсь, этот гвоздь выдержит. Но на самом деле зеркало очень легкое. Тут кажется, что, господи, какой же я качок, поднимаю эту махину. Галтели очень легкие. Ну что ж, вот и все, готово.
Надеюсь, вы оцените мой труд и поставите лайк под этим видео и поделитесь этим видео с друзьями. Идея сделать зеркало из галтели пришла ко мне спонтанно. Я безумно рада своей обновке. Подписывайтесь на мой инстаграм FaceSomething, там вы можете узнать о последних новостях и событиях и видео, которые вас ожидают в будущем. К примеру, я планирую снимать Loft Project и буду ремонтировать кухню. И там я уже проводила опрос, какой стол вы мне посоветуете купить, и мне посоветовали круглый. Если ты другого мнения, то напиши в комментариях под этим постом. Заходи на мой инстаграм FaceSomething. Также подписывайтесь на мой телеграм. И да, не забывайте про мой второй канал Айслу Нуртаева. Ссылка также будет в описании под видео. Ну а я жду ваших комментариев. Я очень старалась над этим видео, поэтому жду ваше мнение, как вам зеркало. Ну а я с вами прощаюсь. Мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую. Всем пока.